Привет, мои хорошие, надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня новое видео долгожданное, которое я уже давно обещаю, давно о нем говорю. Хотел рассказать про свой личный проект. Все спрашивают, что за проект и так далее. Я всем говорю, подождите анонса. Все было некогда, потому что было очень много обновлений, много работы. Сейчас нашел время и показываю вам свой личный продукт. Все мои практически зрители, которые знают меня, общаются со мной, знают, какая у меня страсть именно к грузовикам, таким играм, как Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Просто обожаю игры про грузовики, про прицепы, про дальние поездки и так далее. Поэтому при возникновении идеи создания игры у меня в первую очередь возникла идея создать такой вот симулятор грузовиков. В первую очередь, конечно, будут миссии по парковке, то есть паркинг симулятор, можно так сказать, да. Но надежда и в планах на проект очень амбициозные. Это большие трассы, это создание систем прицепов, заданий, работы, где вы в мультиплеере сможете с другими игроками кататься по каким-нибудь городам, штатам, не знаю, может быть, и возить грузы интересные, может быть и неинтересные, ну и так далее. То есть я в одном видео все вам донести не смогу, но надеюсь, вы будете следить следить за моим проектом на моем канале. Я в общей сложности выпущу очень много видео и все буду вам рассказывать. Вот, заходя впервые в мою игру, да, то есть вы оказываетесь, как стандартно, то есть в гараже, да, при выборе. То есть можно выбрать гараж, можно выбрать КАМАЗ, также можно сделать, то есть поменять цвет. Обычно сейчас присутствует обычная кастомизация, да, то есть можно поменять колеса, можно поменять краску, там какие-то решетки поставить. Потом я полноценно выпущу обзор, как можно тюнинговать свой КАМАЗ, как можно сделать, то есть не КАМАЗ, грузовик, как можно создать из одной машины, да, вообще в целиком новую, но она в базе будет та же самая машина, но за счет именно вот этих вот аксессуаров, бодикитов, как она меняется, как она становится больше и так далее. Так, давайте цвет хотя бы поменяем. Можно у меня цвет поменять, это базовое, то есть я не стал использовать палитру, потому что, потому что, может, преднастройка мне, конечно, более интересна. В дальнейшем функционал будет расширяться. Это не значит, что сейчас в таком же виде все и останется, да. Хотелось бы, конечно, пошире, побольше функционал, но за счет времени, то есть, да, разработка длится очень долго, и не хочется сейчас на данном этапе затягивать, хочется быстро перейти к бета-тесту, когда уже люди начнут играть, оставлять комментарии, фидбэк и так далее. И для этого приходится некоторым функционалом жертвовать, вот. Надеюсь, многим эта идея понравится, многим понравится, что я делаю. И повторюсь, что этот проект лично мой, это никакого отношения он не имеет ни к All Just Games, ни к Car Parking. Всегда мечтал сделать что-то свое, и каждый, кто находится именно в игровой индустрии, конечно же, всегда что-то дома делает по вечерам там и так далее. Вот это мое детище, мой результат моей работы в свободное время. Надеюсь, вы его оцените. Вот так у нас выглядит гараж. Так, давайте поменяем цвет, желтый, допустим, да. Вот, также можно дальше. Апгрейд пока целиком не готов, просто не хочется вам портить впечатление, там интерфейса нет, он нулевой. Вот, но система уже готова, где мы можем двигатель менять, так далее, то есть прокачивать свой КАМАЗ. Опять КАМАЗ, говорю, имя нарицательное в СНГ, поэтому вот. Свой грузовик прокачивать, чтобы он смог тянуть более такие крупногабаритные грузы и так далее. Вот, давайте сейчас перейдем к обзору уже локации. Все, следите, давайте переходим. Итак, начинаем такой мини-обзор моих локаций. Смотрите, самую первую очередь, что хотелось бы в свою игру добавить, это зимние локации. Все знают меня как фаната большого таких игр, как Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. И я там зачастую использую моды с зимними локациями. Это реально кайф ездить по зимней локации, наблюдать какое-то разнообразие, но в игре будут и различные сезоны, да, как лето, весна, осень, то есть уже реализовано очень много локаций, которые вы в будущем увидите обязательно. Вот, также будут меняться локации в плане
окружение, то есть будет аэропорт, там леса, склады, там что-то, ну, лесопилки и так далее, то есть все для того, чтобы было очень много разнообразия. Так как я очень люблю работать над локациями, я постарался сделать их максимально красивыми, удобными, и чтобы у вас было какое-то разнообразие. У нас в игре будет разнообразие, как и в грузовиках, то есть сейчас у меня стоит МАН, да, то есть не помню уже какая марка, потом обязательно посмотрю, Мерседесы, КамАЗы, то есть в этом плане планируется очень-очень много грузовиков. Надеюсь, фанаты данного жанра сильно удивятся, потому что я планирую прям на голову выше быть других конкурентов, которые делают трак-симуляторы, да, то есть у них там машины попроще выбора, локации такие скучные, я хочу прям привнести очень много-много интересности. Ну, соответственно, эта игра находится в разработке, на стадии разработки, скоро бета будет, и она будет с обновлениями все улучшаться и улучшаться. Давайте разберем основную механику. То есть все как обычно, да, слева у нас руль, справа коробка передач, то есть вот передняя скорость, так, газ, тормоз, вот у нас находится тут, если вы видите, спидометр, он я решил сделать в интересном его дизайне, не круглый, а такой полудугой, как на старых грузовиках советских, так и американских, может где-то в новых тоже есть, но скорее всего в новых там уже пошли цифровые, да, короче, дисплей и так далее. Также у нас на ручник можно поставить машину, включить зеркала. Вот я включил зеркала, чтобы удобно было парковаться. Пока это все находится на стадии тестирования, возможно, элементы будут отодвигаться, функционал где-то допиливаться, меняться, поэтому не стесняйтесь, в комментариях пишите свои пожелания, может быть, примечания какие-то. Надеюсь на вашу обратную связь. Ну, как бы аварийка, все как по стандарту, можно погудеть, поменять камеру и так далее. Давайте выполним первое задание. Это у нас взять вот этот малогабаритный прицеп, соответственно, потому что первая миссия, она такая может даже поменяется, миссия будет немного другой, немного полегче. Там просто как завести машину и так далее, да. То есть нам сейчас нужно, самое главное, взять этот прицеп, да. То есть обратите внимание, когда мы подъехали к прицепу, у нас камера поменялась на видом сверху, так как это позволяет легче контролировать сцепку, да. Но я добавлю функционал обязательно, чтобы можно было в настройках менять, то есть, да, чтобы по выбору. Возможно, не всем удобно сверху, может кто-то хочет, ориентируясь только на зеркала, делать сцепку. Так, мы сцепились, у нас камера поменялась, если вы заметили. Дальше нам нужно по маркерам, видите, эти маркеры, то есть указывают путь дальнейший наш, да. Так, сейчас камеру поменяем, удобненькую поставим. Так. И едем по этим маркерам. Соответственно, на первых локациях будут намного проще миссии. Так, дальше нам нужно паркануть вот сюда, написано Here, да, то есть это фронтальная кабина и сюда прицеп. Собственно, сейчас перейдем к обзору следующей миссии. Итак, мы приступаем к обзору самых сложных миссий. Одной из самых, ладно, миссий это сцепка именно такого крупногабаритного груза, как танк, да. Мы находимся сейчас в аэропорту, тут тоже снежная погода. Тут я планирую разные сезоны применять, как лето, как там дождь, что был, осень, ветер, да, небольшой и так далее. Надеюсь, вам все локации понравятся. Так, давайте сейчас задним ходом сделаем сцепку данного прицепа. Он крупногабаритный, и вся сложность, его нужно загрузить в этот грузовой самолет. Это не так-то просто. Поэтому сейчас нужно постараться. Не сразу у меня всегда выходит это сделать. Так, давайте поровнее поставим сейчас. И сделаем сцепку. Так, нужно подрегулировать характеристики грузовика, потому что он сейчас не очень хорошо тянет, скажем так. Потому что мощность двигателя у него не прокачанная, да. Но он и считается самый такой из грузовиков, простенький. И, скажем так, для такого крупногабаритного груза нужно, конечно, что-то посерьезнее, да, применять. Так, давайте сделаем крюк. Так, видите, да, что у меня метка там, но у меня угол разворота там не хватит, чтобы полноценно заехать, поэтому я немного подальше сейчас перестроюсь и попробую загнать этот такой не самый легкий груз, да. Так,
Давайте попробуем. Видите, какой большой угол разворота, да? То есть такой груз не очень просто загнать именно. Вся сложность в том, что тут рампа, видите, под колеса. То есть если мы сейчас провалимся сюда, то мы не сможем загнать данный как бы грузовик, да? Ну, я думаю, что у меня сейчас все получится. Так, поехал. Все, поехал. Ну, вы видели, да, то есть в чем сложность заключается? Заключается в том, что не просто удержать данный как бы грузовик с грузом, потому что он супер тяжелый, рампа находится под углом, и чтобы при таких условиях зимних, да, правильно припарковать КАМАЗ, то есть нужно немного по-другому управлять машиной во время заезда, да, на вот эту рампу, потому что присутствуют такие параметры, как физика, скольжение и так далее. Поэтому я даже рад, что у меня не получилось, чтобы вам показать, что данные как бы условия при сцепке грузовика, при парковке грузовика надо учитывать. Ну, это был такой краткий мини-обзор, надеюсь, вам понравился. Я вначале вам все рассказал про игру, какие планы у меня и так далее. В заключение хотелось бы сказать, что я буду выпускать такие видосы, мини-обновления, которые я буду вносить в игру. Надеюсь, вам понравится. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, следите за моим проектом. Этот проект я делаю, повторюсь, в свободное личное время. Надеюсь, вам понравится. В общем, я горю этим проектом, потому что на протяжении года уже делаю и очень много сил отдаю ему. Надеюсь, все эти старания как бы оправдаются. И надеюсь, вам, как игрокам, данный продукт понравится. Все, надеюсь на вашу поддержку. Всем спасибо. До скорой встречи.